Есть два пути. Один короткий, но пролегает по нехоженным лесам и медвежьим тропам, вьется веревочкой вдоль шустрой реки с непроходимыми зарослями по берегам, поднимается в горы в обход болот, полон неизвестности, и гарантировать успешное прохождение этого пути я не могу. Второй путь длиннее в несколько раз, но его большая часть протоптана ногами грибников, рыбаков и травниками-знахарями в поисках целебных растений, которыми эти леса изобилуют. Но самое сложное – это сделать выбор между двумя разными дорогами. Пойти короткой, но не простой, или простой, но длинной. Какая из них будет быстрее, судить сложно. Выбрать проверенный вариант или пуститься в авантюрное приключение. Друзья, привет! Я сегодня отправился до своей избушки пешком. Хочу пройти тропой, которую я знаю, точнее про которую я знаю, но ни разу не ходил той дорогой. Первую ночь я буду ночевать на реке, а дальше дорога уходит в горы. И вторую ночь я буду в горах. Место не самое приятное, и немного позже расскажу почему. Как уже стало понятно, я отправился в авантюрное приключение условно короткой дорогой. И сразу понял, что в выборе не прогадал. Там плывет утка. Дикие места с первых шагов открылись мне во всей красе. Наткнулся на выводок утят. Даже предусмотрительно осторожная мама-утка дала взглянуть мне одним глазком на своих пушистых утят. Мой слух ловит ласковое журчание воды, шелест листьев и звонкий гомон птиц. У них сейчас полно забот, и все они связаны с тем, чтобы прокормить птенцов. А я попытаюсь прокормить себя и создать комфортные условия, чтобы беззаботно и с наслаждением провести несколько дней в лесу, один на один с дикой природой. На это путешествие меня вдохновила одна случайная встреча. Или не случайная, как знать. Несколько лет назад на реке я повстречал рыбака. Время на его лице оставило свои следы, по которым можно было судить о возрасте. Это был глубоко почтенный возраст. Его речи были полны мудрости, но вместе с тем в глазах была видна тяга к новым приключениям. К моменту нашей встречи он путешествовал в лесах уже несколько дней, и к моему удивлению, кроме небольшого брезентового рюкзака до рыбацкой снасти, с собой у него ничего не было, а спал он попросту на пихтовом лапнике под деревом. Ночами согревался у костра, питался тем, что удавалось поймать в реке, а вместо чая в котелке заваривал травы. С того самого момента я хотел повторить опыт подобного путешествия. Мой путь начинается на берегу реки, и на протяжении всего дня я буду идти вверх по течению. Возле самой кромки воды часто встречаются углубления, которые появляются в результате деятельности бобров. А в высокой траве неплохо заметны, отчего становятся весьма коварной ловушкой. Иногда рядом с речкой по берегам растет растение, оно просто по всей земле расстилается, и идти по нему очень сложно. Просто даже ногу некуда поставить. Вьюн стелется вдоль рек, растягиваясь на десятки метров в длину и ширину. Проходить такие участки сложно, под ногами нет твердой опоры, из-за чего они путаются при каждом шаге в плотных стеблях. Вьюн часто ползет по деревьям, связывая их между собой и закрывая проход. Преодоление таких участков напоминает прохождение полосы препятствий. Местами намного легче идти по дну реки вдоль берега. Здесь, в среднем течении, река не широкая, почти везде можно найти переход от одного берега к другому, не зачерпнув воды в сапоги. На песчаных берегах встречаются следы местных обитателей, которые рассказывают о жизни в этих местах. Это следы выдры, и очевидно, что сегодня утром она здесь пировала. Проворная охотница без труда ловит рыбу, и для этого ей не нужны никакие снасти и наживка, в отличие от меня. Друзья, Озон сейчас проводит крутой конкурс. Озон «Хочу миллион». Принять участие в нем может каждый. Эту бензиновую горелку для приготовления пищи я действительно заказал на Озон. Она поедет с нами в наше северное путешествие уже в августе, а сегодня мы ее будем тестировать. Так что же нужно сделать для участия в конкурсе? До 28 июля нужно снять видео, в котором будет присутствовать брендинг Озон. Тема видео для конкурса может быть любой. Это может быть обзор на вашу покупку или даже личная забавная история. Главное, чтобы в видео присутствовал брендинг. Затем поделитесь
Воспользуйтесь этим видео в ленте Нельзяграмма, ВК или YouTube и поставьте хэштег «Озон хочу миллион». Те участники, ролики которых наберут самое большое количество просмотров, получат до 5 миллионов баллов на Озон, iPhone 15 и промокоды на 10 тысяч баллов. Лично я сам многие вещи для своих путешествий покупаю именно на Озон. Там просто огромный выбор. Удобная и быстрая доставка в пункты выдачи, и даже можно заказать доставку до двери. Так что рекомендую. А узнать подробности об участии в конкурсе можно по ссылке в описании. Хотел здесь немного порыбачить, где соединяется основное русло со Старицей. А здесь место перспективное, есть течение, есть кусты, где может прятаться хариус. Но, видимо, жара одолевает не только меня, а с меня уже 33 пота сошло. Рыба тоже неактивна, несмотря на то, что время еще даже 9 нет. Я собрал удочку и пойду лесом, потому что вдоль реки идти просто невозможно, печет солнце. Можно было бы искупаться, но раздеваться вообще неохота, гнуса очень много, прям съест. Вот чувствую, что съест и утащит меня, как только я сниму одежду, чтобы искупаться. А потерплю до вечера, все равно сегодня первая ночь у меня будет рядом с речкой. Полегче стало. Жаркое летнее солнце разогрело землю, теплый воздух смешался с запахом хвои и смолы. Именно они сейчас щекочут ноздри сильнее всех остальных запахов, а паутина между деревьями в такую погоду появляется словно грибы после дождя, а паук, плетущий паутину к сухой погоде, как минимум на ближайшие сутки. Народная примета, которая меня никогда не подводила. Вот только угодить лицом в сети этого синоптика совсем не хочется. Природа нам все рассказывает сама. Будет ли грядущая ночь теплой, или нужно запастись дровами для костра, будет ли клев сегодня вечером, или останусь я без улова. Она говорит обо всем открыто и честно, но на своем языке. А я учусь понимать этот язык и, конечно, пользуюсь опытом тех, кто уже многое познал из общения с лесом. Еще будучи ребенком, я узнал, что эфирное масло мяты хорошо отпугивает комаров, а свежий сок обладает противовоспалительным действием и избавляет от зуда после укуса комаров. Здесь это растение встречается нечасто, поэтому беру несколько стебельков про запас. Пригодится, точно знаю. Чебрец поистине удивительное растение, о его полезных свойствах можно было бы сделать отдельное полноценное видео, а сегодня упомяну, за что я его ценю больше всего. Во-первых, за то, что при добавлении в чай он хорошо успокаивает нервную систему. Так что если мята не поможет и меня будут донимать комары, я знаю, как справиться с этим раздражающим фактом. А наружное применение отвара действует как обезболивающее и ранозаживляющее средство. А в старину даже принимали ванны в отваре чабреца. Говорят, что после таких процедур человек как заново родился. По продолжительности я шел где-то часа 3-3,5, перевалил через небольшую гору и сейчас снова спускаюсь к реке. Река делает большой крюк, там порядка 15-17 километров, а перейти через гору это будет гораздо быстрее. Я именно так и сделал. У меня план сейчас выйти к реке, я где-то близко уже, потому что низина заболоченная, мошки летает, тьма. И поставить лагерь, расположиться там и уже от лагеря немножечко походить с рыбалкой, попробовать половить рыбу. Сзади от меня сейчас заросли малины, конечно, ягода еще не поспела, но мало ли там медведь притаился, выжидая, пока она поспеет. Так что я иду периодически, давая себе знать, отпугивая медведя. До реки, ну, наверное, минут 20-30 еще. Еще одно удивительное растение часто встречается вблизи рек и водоемов – валериана лекарственная. С древних времен используется как средство, улучшающее сон и успокаивающее нервную систему. Распознать его можно по прямостоячему дучатому стеблю, а ближе к соцветию он разветвляется. Перисто рассеченные листья собраны в мутовки по 3-4 штуки. Но главная и отличительная черта от других растений – корневище. У валерианы короткое вертикальное корневище длиной до 1,5 см с густо расположенными на нем коричнево-желтыми придаточными корнями. Возьму его. Однако при сборе трав важно следовать строгому правилу – брать только те, которые знаешь наверняка.
На примере валерианы расскажу, что существует еще с десяток внешне похожих растений. Одни съедобны, другие крайне ядовиты. Это болиголов пятнистый. Для незнающего человека внешние отличия между этими травами вряд ли будут очевидны, а вот последствия от попадания сока болиголова в организм весьма ужасны. Чаще всего это летальный исход. Главная отличительная черта кроется под землей. Корень болиголова стержнеобразный и длинный. Наблюдая за природой и собирая травы, незаметно для себя вышел к берегу реки. Лагерь поставлю здесь, среди редко растущих деревьев. Место будет продуваться ветерком и отгонять мошек с комарами, но и будет возможность растянуть тент, под которым найду спасение от палящего солнца. Этот кабан зимой делал затески своими клыками. Почему бы и мне здесь не остановиться? Собираясь в это путешествие, я не ограничивался в количестве вещей. Для меня было главным, чтобы они все уместились в этом рюкзаке. Немного чувствуется, что руки сгорели слегка. Идет жжение, как после солнечного ожога. Было бы идеально найти пижму. Но сперва хочется обмазаться мятой, чтобы не лезла мошка, не лезли комары. Я не выкидываю, прячу сюда в кепку. Попробую вечером сделать антимоскитную свечку. Нахлыстовая рыбацкая снасть, кукса, пара новых алюминиевых котелков, легкая куртка и кофта, которые, возможно, мне пригодятся завтра, тент и небольшой топорик. Не знаю, когда и при каких обстоятельствах потерялась пряжка для регулировки шнура тента, но дело это легко поправимое. В небольшой щепке делаю два отверстия ножом, уперев заготовку в дерево. Нож вращаю под углом так, чтобы его лезвие при каждом движении срезало по чуть-чуть древесину. В идеале, конечно, должно быть 3 отверстия, но это на случай, если ожидаются штормовые ветра. На одном конце веревки петля, которую набрасываю на вбитый в землю кол, а затем регулирую натяжение деревянной пряжкой. Самое время запалить костерок и распугать назойливый гнус дымом. Мята сегодня не справляется. Из-за сильной жары я активно потею, и сок мяты, который давил с листьев и растирал на коже, быстро смешивается с потом и с ним же испаряется с открытых участков тела. Дым можжевеловых веток должен немного угомонить гнус. Постановка лагеря на один вечер – дело нехитрое. Всего-то нужно один раз вскипятить котелок воды и, если повезет, приготовить улов на огне, а если не повезет, то подкрепиться небольшим запасом, который я взял с собой в дорогу. Если рельеф позволяет, то я делаю простой подвес из веревки. Один край привязываю к ветке, а на другом конце делаю полусхватывающий коровий узел. Веревку продеваю через ручку котелка и фиксирую узел веткой. Чем будет меньше петля в узле, тем сильнее она будет зажимать ветку, что в свою очередь позволит разместить на таком подвесе даже самые тяжелые котелки. Разбойник ветер обломал ветки этой некогда пышной сосны. Через некоторое время они высохнут, и смолистая древесина станет отличным топливом для костра. А пока хвоя свежая, из них можно сделать удобный настил для отдыха. Основание делаю из 3 веток. 2 в виде рогатины ставлю вертикально, а 3 кладу горизонтально, упирая в ствол дерева. А уже затем кладу ветки, на которых буду лежать сам. Одна из них запуталась в кроне рядом стоящего дерева. Чтобы она меня не огрела по голове, стягиваю ее в сторону. Самый лучший лесной матрас получается из лап пихты. Знаю это на личном опыте. Добрую охапку раскладываю на ветках, а сверху кладу куртку и кофту.
Если бы всякий раз, когда ночую в лесу, у меня была бы возможность обустраиваться на ночлег в такой кровати, я бы так и делал. Ни один спальник и ни один туристический коврик не сравнится по комфорту с пихтовым лапником. Кроме удобства, которое дает такой лежак, он еще источает приятный аромат. Вставать совсем не хочется. Но звуки закипающего котелка заставляют подняться. Организм требует восполнить потерянную за день влагу. С утра и до этого момента я еще не сделал ни глотка воды, поэтому правильным будет приготовить лесной чай, который не просто утолит жажду, но поможет организму восстановиться за счет витаминов и полезных минералов. В котелок забрасываю листья мяты, чабреца, немного чаги и корень валерьяны. Котелок поднимаю повыше, вода сейчас не должна кипеть. Лесной чай нужно настаивать в горячей воде минут 15. Спасения от гнуса пока не нахожу, его слишком много, слишком жарко сегодня и безветренно. Стоит отойти от костра, и там, где уже нет дыма, сразу атакует полчище кровопийц. Хоть и не так, как это было за полярным кругом, но не обращать на них внимания не могу. Мята спасает, но ненадолго. И несмотря на то, что сумерки уже опускаются на лес, вечерней прохлады нет. Все говорит о том, что ночь будет беспокойной. Сегодня пережить атаку комаров смогу без труда. Открытые участки тела спрячу под одеждой, а оставаться равнодушным к раздражающему писку поможет чай на травах. Насколько острым будет этот вопрос завтра в горах, пока не знаю, но к ночевке в доме на скале хочу подготовиться заранее. Я давно хотел обзавестись антимоскитной свечой в своей избушке. Думал это сделать прямо там, по окончанию своего путешествия. Однако сейчас есть немного времени, до вечернего клёва еще около часа, а погода как раз позволяет заняться подобными делами. Форму, в которую буду заливать воск, делаю из бересты недавно упавшей березы. Бересту скручиваю и фиксирую щепкой. Воск я взял с собой из дома лесника. Это воск, который мы добыли при сборе меда из борти. Соты растопили на водяной бане, процедили через сито с мелкой ячейкой и разлили по формам. Сейчас это чистый натуральный воск, именно такой, как нельзя лучше подходит для изготовления свечей. Небольшие объемы можно безопасно растопить на открытом огне, но все же не нужно забывать про осторожность и делать это на малом огне. В расплавленный воск я добавляю мяту, чтобы она отдала свои соки и придала аромат будущей свече. Фитиль из джутовой веревки. Форма для заливки из бересты сделана в полевых условиях, в прямом смысле на коленке. Я был уверен, что сделал все прилегания герметичными, но жидкий воск все равно находит место для выхода, потому заливаю его не спеша и порционно. Спустя час подденка активно заиграла. Рыба в погоне за такой лакомой добычей выпрыгивает из воды. Река словно ожила. Клев идет, но мелочевка в основном берет. И сейчас совсем маленькая рыбешка подхватила мушку и запутала в коряге. Вот из-за маленькой рыбешки сейчас, видимо, придется вообще лезть в воду. Пробовал уже кончиком удилища, но где-то там перехлестнулось и, видимо, так не достать, надо лезть. Вот уж не думал, что из-за такой мелочи придется в воду лезть. О, тут глубина порядком. Я снял сапоги, закатил штаны. Ну, конечно, все на самом глубоком месте. А еще ил, утопаю. Коряги, камни, все в кучу. Так, главное рыбу спасти. Вот она. Причем спиной зацепилась. И не сильно даже. Совсем чуть-чуть. Оп. Все, рыбу спас. Самое главное. Так, сейчас остается мушку спасти. Мушка хорошая, значит на нее рыба клюет.
Ну ладно, рыба целая осталась, уже хорошо. Ну, что по итогу, чай получился очень вкусным, жажду удаляет хорошо, особенно когда сейчас он остыл, холодный чай, это просто восхитительно. С мятой, с чабрецом, с чагой, это нечто просто. Особенно когда жара немножечко спала, мошки чуть поменьше, но все еще много. По рыбалке были выходы двух крупных хариусов. Поклевка была одна хорошая, долго я его вел к берегу, но он уже под самым берегом сорвался. А второй практически сразу же сорвался. Завтра с утра попытаю счастье еще. Свечка по краям застыла, но внутри наверняка еще сырая. Поэтому я подожду. Может быть, сегодня ближе там к ночи, если не усну, достану, либо завтра с утра. Утро в лесу никогда не бывает скучным. На взгорке через густые еловые лапы пробиваются первые лучи солнца, в низинах стелется туман. В такие моменты, когда задорно щебечут птицы и ночная прохлада после знойного дня накануне приятно касается лица, вставать с мягкой лесной кровати совсем не хочется. Свеча за ночь полностью застыла. Отлитая из натурального чистого воска, добытого в этих лесах, форму из природного материала с фитилем из материала растительного происхождения и с добавлением натурального сока мяты, она под стать придется моей избушке. Отчетливо видна текстура бересты. Неидеальная форма подчеркивает ручную работу, которая была проделана здесь в полевых условиях. А мне нравится, какой получилась эта свеча. Хоть пока и небольшая, но у нее уже есть своя история. Утренняя рыбалка не задалась. Мошки, оводы, слепни, комары – все норовят откусить лакомый кусочек. Стоять неподвижно, сосредоточившись на всех нюансах на хлыстовой рыбалке, просто невозможно. Возможно, когда немного пригреет солнце, гнус поутихнет, и я смогу поймать себе завтрак. Прямо в лоб мошка укусила, здесь ее просто немерено. Мошки накусали лицо, их меньше вообще не становится, как будто бы только прибавляется. У меня в планах сейчас пройти вдоль реки еще примерно около часа и буду уходить в лес. Есть поклевка. Небольшое что-то вываживаю, немного запутался в шнуре. Так. Это чубат. Солнце еще не поднялось на ту высоту, с которой его лучи способны прогреть землю до такой температуры, что от ее поверхности начинает подниматься марево, когда воздух над лесом будто дрожит или переливается. Когда галька на отмеле разогревается словно сковородка на огне, а река прогревается до такой температуры, что любая живность в ней становится как вареная. Это произойдет через несколько часов, а пока в тенистых заводях рыба находит все еще прохладную воду, где хоть и без особого аппетита, но все же проявляет небольшой интерес к мушке. Завтраки свежего улова, приготовленного на огне, как по мне, так это лучшее, что могло случиться за утро. Это те минуты, когда не хочется никуда торопиться, и есть только одно желание – смаковать и наслаждаться каждой минутой. Но дорога зовет. Костер на галечной отмеле потушен и угли засыпаны камнями. Вперед! Недалеко от реки стоит солонец, и, судя по следам, звери регулярно проявляют к нему интерес. Тут и следы Сахатова. Приходит полакомиться солью днем и ночью. Ведет себя так же, как я дома. Только он приходит на солонец, а я к холодильнику. Думаю, что многие сейчас в его поведении узнали себя.
А это семейство кабанов ведут себя, конечно, по-свински. Хрюкают, толкаются, дерутся, не дают друг другу спокойно жить. Так уж у них заведено. Самец косули подбегает к солонцу быстро и настороженно, будто крадется. Наверное, боится привлечь внимание кабанов. А эта пара ходит не торопясь, почти в развалку, по-хозяйски. Следят тут за порядком. Недавно прошедшие ливни стали самыми сильными за последние несколько месяцев. Лесные ручейки, как этот, которые не имеют названия ни на карте, ни в народе, наполнились доверху и устремили свои воды вниз бурным, нехарактерным для них потоком. Вода подмывает почву, из-за чего берега небольшого русла постепенно осыпаются, и с каждым годом ручей становится шире. Песчано-галечное дно с небольшим количеством ила. На поворотах образуются ямы с выраженным резким уклоном. У меня нет старательского опыта, но по описаниям из книг, которые я читал, в этом ручье наверняка можно найти золотые самородки. Друзья, как считаете, это золотоносный ручей? Я давно понял, что старательская добыча золота – это не для меня. На это дело можно положить всю жизнь, а счастья так и не обрести. К тому же это небезопасно. Вероятность встретить медведя здесь так же велика, как грибников в осеннем лесу возле деревни. Складывается ощущение, что косолапые не просто так охраняют эти места. Отсюда хочется уйти, да поскорее. Уже с наступлением сумерек я вышел к перевалу. Самое опасное место на моем пути. Этот горный хребет протянулся с севера на юг, его длина около 500 метров. Со всех сторон он окружен заболоченными лесами. И здесь дорога вновь расходится на два пути. Один ведет в обход горы, но пролегает через низины, в которых все лето стоит сырость. Идти этим путем сейчас значит снова ночевать среди комаров, мошек и в сырости. Этот вариант я отмел сразу. Сегодня я хочу разбить лагерь на горной полке, но чтобы добраться до нее, нужно пройти по всему хребту. И здесь дорога только одна. Это крайне опасный путь, особенно в дождливую погоду. Если поскользнуться на мокрых камнях и сорваться вниз, шансов на спасение уже не будет. И, к сожалению, несчастные случаи здесь происходили. Возможно, с моей стороны безрассудно вот так лезть сейчас сюда. Но я все же стараюсь излишне не рисковать. Идти только там, где твердо стоит нога, и близко не подхожу к краю. Подходящее место для лагеря нашел на небольшой полке. Естественное углубление с восточной стороны. Каменный выступ над головой защитит от дождя, а тент использую, чтобы сделать мягкую лежанку. Белую ткань расстилаю на камнях в том месте, где буду отдыхать. Затем выкладываю на нее пихтовые лапы утолщением вниз по склону, чтобы сгладить уклон. Второй половиной тента накрываю получившийся хвойный матрас и подгибаю край, а под голову кладу рюкзак. С ближайшего ручья набрал полкотелка воды. Такой объем я легко донес, не расплескав ни капли. И сегодня на вечер мне этого вполне хватит. Добавлю листья брусники и чагу. Из этого получится вкусный лесной чай. По всей видимости, я расположился недалеко от гнезда сапсана. Какой же ты красивый. Это хищная птица семейства соколиных. Их излюбленные места для гнездования – это малодоступные для человека скалы. Давай дружить. И они явно не ожидали меня здесь увидеть, потому и подняли шум, защищают гнездо. Но как же им объяснить, что я им совсем не враг?
ночь подкралась незаметно. И сегодня, находясь наедине со своими мыслями в этой глуши, я не одинок. Вспоминая прошедший день, наслаждаясь тихими сумерками без комаров и закукса чая, наблюдаю за яркими вспышками молний где-то на горизонте. Редко, когда в новом месте в первую ночь удается крепко уснуть. Вот и сегодня сон был прерывистым. Я прислушивался к звукам в ожидании, что гроза вот-вот налетит на мой маленький островок уюта, и что утром мне придется выбираться отсюда, цепляясь мертвой хваткой за скользкие камни. Но все обошлось. Тучи прошли стороной, и еще до рассвета, как только туман пополз над лесом, я стал собираться в дорогу. Дождь все же застал меня, но к тому моменту я успел пройти опасный участок, а когда оглянулся назад, то не поверил своим глазам. Рассвета краше этого я еще не видел. Идет дождь, светит солнце, время близится к 5 утра, и впереди еще достаточно продолжительный переход. А позади меня просто туча дождевая надвигается. На смену сырому и зябкому утру через несколько часов пришел жаркий день. Перед тем, как отправиться в дорогу, я договорился с Геннадием, чтобы через 2 дня он встретил меня на избе. Эта встреча должна была стать точкой в этом путешествии. С меня сошло уже 33 пота, но я близок. И уже на подходе я увидел следы от колес, значит, Геннадий уже приехал. Сегодня он хотел добраться сюда самой сложной дорогой, чтобы испытать нашу новую технику. Гена! Ну а чтобы, друзья, вы всегда были уверены в своей технике, рекомендуем перед путешествием проверить ее фит-сервис. Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис и автозапчасти. Фит-сервис, автосервис и автозапчасти. Последние метры я преодолеваю, предвкушая горячую еду, вкусный кофе, которого мне так не хватало все эти дни, ну и, конечно, дружескую встречу. Ну привет. Нифига. Здорово. Чё? А погодка как? Ужасно. Жара такая. Я вот тут ярко. Надо, я думаю, ехать на реку купаться. Ты как-то быстро пришел, ты бежал как будто. Я последние эти метры бежал. Да, короче, торопился уже. Кофе хочется выпить. Сейчас все будет. Хочется сапоги снять. Ноги в них ужасно преют, но зато клещей себя ни одного не снял. Жара вообще стояла неимоверная. Я в первый день, когда вышел, жарило, парило. Я просто вообще шел, и с меня под градом лился. Я, получается, первую ночь заночевал на берегу реки. Машки Гена было. У меня все лицо искусано. Ты рыбачишь? Да, я это кидал. Сначала вообще мелочевка одна, потом поймал. Ничего не хватало, так это кофе в эти дни прям вообще. Сегодня Гена обещал приготовить привычное блюдо, но по новому рецепту. Картофель, схожий по вкусу с запеченным, можно сделать весьма простым и чистым способом – на водяной бане. На дно котелка уложены камни, они наполовину залиты водой. Картофель укладывается на камни так, чтобы он не касался воды. Закрываем крышкой и ставим на огонь. А вот свежие сезонные грибы готовим на костре и добавляем добрую горсть жареного лука. Главный ингредиент этого блюда – сливочное масло. Его нужно смешать с обжаренными грибами и луком. Жара, конечно, сегодня сверх. Когда картофель в котелке полностью приготовится, его нужно буквально пару минут подержать на углях. Костерком-то пахло. Так он приобретет приятный аромат дымка. А придать нотку свежести и привнести новизну в это блюдо поможет пара веточек пихты, опаленных на костре.
Ну, а если поблизости пихта не растет, ее можно заменить лиственницей. Раз. Немножко картофеля. Есть это блюдо нужно так. На ломтик картофеля немного грибного сливочного масла и одну максимум 2 хвоинки пихты или лиственницы. Лиственница, она кислинка дает, а у пихты прям совсем яркий. Именно хвоя придает блюду новый свежий вкус. Такое сочетание вкусов стало для нас открытием этого лета, и мы настоятельно рекомендуем повторить этот рецепт. Ночевать в избушке мы не остались и вернулись в дом лесника. У нас внезапно появилась идея отправиться в новое путешествие. Туда, где последний раз мы были 2 года назад. Так что сегодня нам нужно собраться, немного отдохнуть перед дорогой и снова в путь. Друзья, догадаетесь, куда мы поедем? Если нет, то подсказки сможете найти в нашем телеграм-канале и в группе в ВК. Подписывайтесь на наши соцсети и канал. Надеемся, это видео было для вас полезным и интересным. И мы будем признательны, если вы им поделитесь, напишите добрый комментарий в поддержку наших трудов и поставите лайк. Ну а с вами были мы, Лесные. До новых встреч, друзья. Всем пока.